Ребятушки, вы просили обзор про новый Сандеро. Вот он, Dacia Sandero, либо Renault Sandero 2021 года. Итак, начнем. Ребятушки, внешний вид, чем он примечателен? Мордашка — это тот же Логан. Здесь у нас светодиодная оптика. Напомню, что ближний свет и габариты у нас LED, дальний свет и противотуманки галоген. Передняя решетка такая же, как у Логана. Добавили немного хрома. Ячеистая радиаторная решетка. Нижняя часть такая же. Бампер у нас крашеный под цвет кузова. На капоте у нас появились выштамповки. Логотип Dacia. В принципе, облик уже знаком. И вся серия новых Dacia, в принципе, схожа с данной моделью. Давайте посмотрим, как выглядит данный автомобиль сбоку. Боковая часть стала более обтекаемой. На арке появилась выштамповка. Есть повторитель поворота, брызговики. Зеркала у нас боковые под цвет кузова. Они стали более изящными. Подоконная линия стала более обтекаемой. Ручки также у нас поменялись. Это классические ручки под цвет кузова. Как мы видим, выштамповка присутствует по длине двух дверей. И сзади на арке такая же выштамповка. По поводу колес. Здесь устанавливаются стальные диски на 15 дюймов. За доплату вы можете взять легкосплавные двухцветные колесные диски. Это идет дополнительная опция. Габаритные размеры авто таковы. Длина 4088 мм, ширина 1818, высота 1499, клиренс 17 см, что довольно высоко для наших дорог. Спереди стоят дисковые тормоза, сзади барабаны. Касаемо подвески, спереди Макферсон, сзади балка. Давайте пройдем в заднюю часть автомобиля и посмотрим, как он выглядит. Чем же примечательна задняя часть данного хэтчбека? Сзади мы видим новую антенну, пластиковый спойлер, в котором расположился повторитель стопов. Здесь же форсунка для омывания. Заднее стекло у нас с подогревом. Дворник. Задние фонари у нас приобрели Y-образную форму, как и спереди. Данное дизайнерское решение, возможно, было позаимствовано у Lamborghini, но выглядит очень даже стильно. Рядышком у нас шильдик Sandero, логотип Dacia. В верхней части бампера у нас расположилась выемка для доступа в багажник. Также возможно открытие багажника при помощи ключа. Также обновился бампер данного автомобиля. Он выполнен в таком же цвете, как и кузов. За доплату вы можете получить камеру заднего вида и датчики парктроников. В нижней части у нас расположились противотуманки, и стоит отметить вот такие вот стильные брызговики, которые идеально сочетаются с задом данного авто. Также есть заглушка для буксировки, и, пожалуй, больше здесь отметить нечего. Но давайте мы посмотрим внутрь багажника и оценим его габариты, а также вместимость. Так, по поводу объема багажника, он у нас варьируется от 328 литров до 1108 при сложных сиденьях. Полочка у нас также само снимается. Центр крышки багажника у нас обрамлен пластиковой вставкой, в которой есть две рукояти для закрытия. Далее у нас расположились газовые упоры, полочка. Давайте, оператор, приблизится. Здесь нет органайзера, как в Dacia и Logan. Присутствует слева лампочка подсветки. Багажник у нас утеплен что-то наподобие ковролина. Слева у нас спрятан домкрат родной, заводской. Но справа у нас крюк для буксировки и ключ для замены колеса. По центру у нас присутствует еще одна вставочка из пластика. Далее крашеный металл. Давайте посмотрим, что скрыто под полом багажника. Так, как мы видим, у нас здесь полноразмерная запаска. Утеплителя в самом днище у нас нет, крашеный металл, но в качестве шумоизоляции у нас предусмотрена вот такая вот крышка, которая утеплена и, я думаю, обеспечивает некую шумоизоляцию.
Давайте я опущу сиденье и посмотрим, насколько большим становится багажник. Но я думаю, вы сами видите, что места более чем достаточно для перевоза больших грузов. Ну а теперь давайте у меня носки порванные. Давайте оценим погрузочную высоту данного багажника. Блин, вроде нормально. Удалим. Вот и все. Теперь стоит отметить силовую установку данного автомобиля. Давайте пройдем вперед и посмотрим подкапотное пространство. Жаль, конечно, что производитель не поставил газовые упоры, поэтому приходится пользоваться ручкой-вспомогайкой. Ладно, я сказал ручкой-вспомогайкой, можно я так оставлю? Во всех комплектациях устанавливаются литровые трехцилиндровые бензиновые двигатели. Но есть небольшая разница. В данной комплектации у нас устанавливается атмосферный бензиновый мотор, выдающий 65 лошадиных сил и 95 ньютон-метр крутящего момента. Доступно еще два мотора. Мотор на 90 лошадиных сил работает исключительно на бензине и комплектуется либо шестиступенчатой механикой, либо вариатором. Мотор же на 100 лошадиных сил комплектуется исключительно шестиступенчатой коробкой передач и работает на двух видах топлива. Это пропан и бензин. Средний расход топлива на бензине 5 литров, на газе 6 литров. Разгон от 0 до сотни на атмосфернике 16,7 секунд, на турбированной версии 11,6. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 180 км в час. Напомню, что в битопливной версии место запаски у нас занимает газовый баллон и в комплектации отсутствует запасное колесо, но поставляется ремкомплект для устранения проколов в шине. Напомню, что все моторы соответствуют требованиям Евро-6. Ну а теперь давайте пройдем в салон автомобиля. Слева у нас расположились кнопки управления круиз-контроля и ограничитель скорости. Далее, что мы видим? Абсолютно новую приборку. Она у нас выполнена в таком оригинальном стиле. Мне нравится приветствие. Опять же, это новая фишка от всех машин Renault, Dacia. При включении зажигания стрелки у нас перемещаются от 0 до максимальной шкалы и обратно. Слева на приборке у нас расположились обороты двигателя, то есть тахометр, справа спидометр. По центру у нас расположился дисплей портового компьютера. Управление им, кстати, поменялось. Если на предыдущей версии у нас на рычажке была кнопочка, то сейчас она переместилась на мультифункциональный руль. При помощи данных кнопок мы можем посмотреть, увидеть температуру двигателя, посмотреть уровень топлива. Также возможно посмотреть оставшийся километраж, пройденный километраж, средний расход топлива в режиме онлайн и средний расход топлива на 100 километров. Руль у нас регулируется как по вылету, так и по высоте, так что выставляем как удобное положение. Из апгрейда у нас появился новый подрулевой лепесток, при помощи которого мы можем менять громкость музыки, отвечать на звонки и также управлять функцией мультимедиа. В зависимости от комплектации возможно два варианта оформления салона. Что хотелось бы отметить, у нас полностью новая торпеда, пластик, к сожалению, у нас твердый, но качество сборки мне нравится, довольно хорошо, то есть никаких люфтов, поскрипываний не наблюдается. Также появилась у нас вот такая матерчатая вставка, которая у нас продолжается во всю длину торпеды. На ощупь довольно приятная, схожа с отделкой на креслах, присутствует отдельная вставочка, но об этом потом. Из обновлений хочется отметить новые дефлекторы, весьма оригинальной формы, смотрится стильнее, чем на предыдущих версиях.
Также они у нас удобно выставляются, регулируются. Ну и, конечно же, главным обновлением, которое мы так ждали, явилась новая мультимедийная панель. У нас появился вот такой вот огромный экран на 8 дюймов. Также рядышком с ним расположился держатель для телефона, что очень удобно. Рядышком с ним есть USB-порт для подзарядки ваших гаджетов. Ну а теперь давайте оценим достоинство данной мультимедийной системы. Как мы видим, здесь у нас указывается время, температура за бортом. Также доступны подключения Android Auto, Apple CarPlay. Вы можете пользоваться навигацией, системой Bluetooth, пользоваться громкой связью. Также напомню, что есть интеграция с телефоном, то есть вы можете полностью выводить изображение на экран. В общем, функционал у данной мультимедийки довольно широкий. Под мультимедийкой у нас расположилось 2 дефлектора. Ниже мы видим кнопки закрывания дверей, аварийка, индикация о пристегнутых ремнях, индикация работоспособности подушек безопасности и включение-отключение ABS. Далее у нас расположились крутилки кондиционера. Как мы видим, первая у нас отвечает за обдув, положение обдува, вторая интенсивность и третья температура. Есть еще 3 кнопочки: включение кондиционера, обогрев заднего стекла и забор воздуха снаружи либо по салону. Еще ниже у нас расположилась 12-вольтовая розеточка, заглушка и довольно вместительный кармашек, где мы можем скидывать всю мелочь. Далее селектор переключения коробки передач. В данной комплектации, как мы видим, у нас установлена 5-ступенчатая коробка передач. Во всех комплектациях у нас есть подлокотник, что очень удобно. Если мы его откидываем, видим, что у нас установлен механический ручник, 2 подстаканника и еще маленькая ниша. Рядом с ней расположилась еще одна дополнительная 12-вольтовая розеточка. Также автомобиль получил новый дизайн ключей. 3 кнопки у нас для открытия, закрытия дверей и отдельная кнопка для открытия багажника. С обратной стороны у нас логотип Dacia. Вот такое вот интересное оформление. Чем нас еще порадовало обновление нового Sandero, это то, что появилась кнопка SOS. То есть, не дай бог, при какой-то аварии вы можете вызвать службу спасения. Неплохое салонное освещение. Здесь расположился микрофон для громкой связи. Далее, касаемо козырьков, довольно приятные. Щелкиваются, выставляются. Есть зеркало, подсветки, к сожалению, у нас нет. Ну и не надо. Зеркало заднего вида стандартное, в принципе, о нем нечего говорить. Материалы отделки используются совершенно новые. Крыша у нас светлая, очень приятная. Я думаю, при появлении каких-то пятен все очень легко будет отмыть. Как мы видим, сиденья у нас также поменялись, обновились. Они украшены вот такой вот двойной строчкой. Существует боковая поддержка, довольно неплохая, как сверху, так и в нижней части. Также изменились подголовники, они приобрели иную форму и выглядят довольно стильно. Так, по поводу регулировок. Пассажирское сиденье регулируется вперед-назад и наклон спинки. Водительское же сиденье также регулируется по высоте. Установлены как активные, так и пассивные системы безопасности. Активные системы ABS, EBD, ESP. Во всех комплектациях присутствует 6 подушек безопасности. А именно 2 фронтальные, 2 боковые и 2 шторки. Давайте посмотрим поближе на дверные карты данного автомобиля. Как мы видим, кнопки открытия-закрытия механически у нас отсутствуют. Все делается дистанционно. Хромированная ручка довольно оригинального дизайна. Пакет стеклоподъемников. В данной версии только передние стеклоподъемники, сзади у нас весла. Также есть электронное управление настройки зеркалами. В нижней части двери у нас есть вот такая вот ниша, довольно вместительная. И рядом с ней расположился
динамик. Нас часто спрашивают, а что по поводу аудиосистемы? Ну, здесь, пожалуй, нас удивить вас нечем. Устанавливается, как и во всех версиях, стандартная аудиосистема, включает в себя 6 динамиков, то есть в передних и задних дверях, и плюс 2 высокочастотных в торпеде. Ну а теперь давайте я настрою сиденье под себя. Пожалуй, так. И мы пройдем на задний ряд и оценим, каково задним пассажирам. Давайте оценим, каково задним пассажирам. Посадка довольно удобная, угол наклона задних спинок мне нравится, то есть ты не напряжен. По поводу места перед ногами, то есть при моем росте 1,75 м я настроил переднее сиденье, и у меня еще спереди довольно много места. Есть дополнительный кармашек для мелочей. Как мы видим, туннель не слишком выпирает, то есть вполне комфортно мы можем передвинуться на другое пассажирское место. Дверные карты у нас такие же, как и спереди, хромированная ручка. В данной комплектации у нас обычные весла. Касаемо задних дверных карт, они выполнены в такой же стилистике, что и передние. Гарантия на данное авто составляет 3 года, либо 100 тысяч километров пробега, в зависимости, что первое наступит. Ну а стоимость данного авто составляет 8800 евро. Пожалуй, на этом все. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, высказывать свое мнение в комментариях. И нам было бы интересно узнать, на какой автомобиль вы бы хотели видеть следующий обзор.